Кто вам придет на ум, если я скажу, что этот выпуск про вымерших животных? Динозавры? Древние птицы? Но нет, сегодня я покажу вам самые необычные и ныне несуществующие породы собак, которые буквально недавно были любимы человеком, а теперь их просто не существует. Некоторые банально вышли из моды. Вы увидите самые впечатляющие виды от карманных собачек до хвостатых монстров, которых создавали для травли быков. А в конце будет древний родственник грозных чихуахуа, который умел лазить по деревьям и был лучшим другом индейцев майя. И начну с истории о породе, которая стала жертвой неудачной селекции. Той-бульдоги были настоящими милашками. Выглядели просто очаровательно, но, к сожалению, судьба у них сложилась не очень удачно. Они оказались абсолютно непригодными к жизни из-за ошибок в их породном разведении. В начале своего существования эти собаки были результатом экспериментов с бульдогами, у которых появились признаки карликовости. Из них пытались создать удивительную породу, исходя из их милого внешнего вида. Однако потомство этих собак было полно болезней и физических проблем, что делало их жизнь тяжелой. Неудачные попытки вырастить здоровую популяцию привели к тому, что проект был вынужденно прекращен. Некоторое время потом заводчики старались восстановить эту породу, используя скрещивание французских бульдогов с мопсами. Но, к сожалению, эти усилия не принесли ожидаемых результатов. Создание здоровой и устойчивой линии этих собак оказалось задачей, неподвластной даже самым опытным и настойчивым заводчикам. Но если этот случай связан с неудачной селекцией, то следующая порода попросту вымерла из-за войны. В далеком 1815 году появилась новая порода собак, которая приковала к себе пристальное внимание всего мира. Она называлась Браки-Дюпюи и была выведена известным землевладельцем из Франции, который решил назвать их в свою честь. Как оригинально. Удивительно, но они отличались легкостью, несмотря на свою высоту. Браки-Дюпюи были результатом скрещивания с борзыми собаками. Порода получилась очень универсальной. Собаки обладали выносливостью и поразительной скоростью, опережая остальных хвостатых в своей нише. Однако уже к середине 20 века они куда-то исчезают. Причина весьма грустная. Во время Второй мировой войны число всех собак резко сократилось. Голод, бомбежки, в общем, сами понимаете. А наши браки изначально не были широко распространены по всему миру, и из-за наличия похожих собак никто не заморачивался с поддерживанием их популяции. Таким образом, оригинальные представители породы исчезли, но их генетическое наследие живет в некоторых других французских породах собак. А теперь посмотрите на этого монстра. Это старорусская порода собак, история которой уходит в глубину 15 века. Меделяны были поистине великанами. Они применялись для травли медведей и пользовались огромной популярностью в псарнях дворян. Получить такую собаку было настоящей наградой, ведь их цена была крайне высока. Они дарились в жест благодарности или щедрости, а также отправлялись за границу в качестве дара. Меделяны были умными и отважными собаками, которые чрезвычайно сильно привязывались к членам семьи. Однако в конце 19 века приняли решение запретить охоту на медведей, что уменьшило спрос на эту породу. Всего за несколько десятилетий они полностью исчезли. Меделяны были стойкими и спокойными, их отвага сочеталась с уравновешенным характером. Однако их судьба из-за внушительного размера и редкости сложилась довольно печально. Для обычного двора они были непостижимо дороги, а без медведей в них не было смысла, как бы жестоко это ни звучало. В самом конце 19 века появилась порода пейсли-терьеров, параллельно с другой популярной игрушечной собакой того времени – английским той-терьером. Эти собаки, выведенные в Англии на основе породы скай-терьера, отличались гораздо меньшим размером по сравнению со своими предками и имели более длинную и шелковистую шерсть. В отличие от своих предшественников, пейсли-терьеры были скорее собаками для выставок и декоративными домашними питомцами.
Они практически полностью утратили свои рабочие функции традиционных терьеров, ведь из-за размеров и выносливости совершенно не годились для охоты. С течением времени, в 20 веке, эта порода плавно трансформировалась в то, что мы сейчас знаем как йоркширского терьера. Порода, которая стала безумно популярной благодаря своему шарму, небольшому размеру и элегантности. Получается, что это не совсем вымирание, а скорее некоторое перерождение. Правда, следующей породе повезло намного меньше. Альпийские мастифы впервые появились в Альпах. Они и стали предками популярных сейчас сенбернаров. Правда, красавчик. Эти собаки были истинными героями в горных районах. Они спасали людей в горах и верой служили сторожами их жилищ. Густая, длинная шерсть сочеталась с массивным телосложением и внушительной силой. Альпийские мастифы были воистину гигантских размеров, наряду с тибетскими мастифами и кавказскими овчарками. Эти собаки отличались не только своей мощью, но и преданностью, умом и уникальной способностью служить человеку в самых трудных условиях. К сожалению, в XIX веке эту замечательную породу практически полностью выкосила неизвестная болезнь. Что это было, ученые не выяснили до сих пор. Реально жалко этих красавчиков. Но давайте к следующей породе. Это невероятная порода собак со сложным названием буль-энд-терьеры. Появилась она в Англии в 1820-х годах. Эти собаки стали результатом тщательной селекции чистых бульдогов с разновидностями терьеров. В результате этого буль-энд-терьеры получили лучшее, что было у обеих пород – невероятную выносливость и ум, свойственным лучшим охотничьим собакам. Сегодняшние разновидности собак, такие как американский стаффордширский терьер, американский питбуль-терьер, стаффордширский буль-терьер и английский буль-терьер, являются непосредственными потомками буль-энд-терьеров. Эти породы сохраняют в себе наследие и качества своих предшественников, оставаясь популярными и узнаваемыми среди поклонников собак по всему миру. И как итог, благодаря своему массовому распространению следующих производных породы, первородные буль-энд-терьеры канули в лету. А следующая собака – чистейший инструмент в руках человека. И мне даже грустно от этой истории. Вертельные собаки были особенно популярны начиная с XVI века. Свое название они унаследовали из-за функций, для которых их заводили. Ее задачей было крутить вертел с мясом, без остановки бегая в колесе, как хомяк. Этот небольшой пес мог работать сутками, обеспечивая господ вкусным и равномерно прожаренным мясом. Джон Кайус в своем трактате об английских собаках утверждает, что для этой задачи использовали обычных дворняг. Однако позже была выведена специальная порода вертельных собак – низких, выносливых псов, напоминающих по своему виду современных Джек-Рассел-терьеров. В XIX веке исчезла не только эта порода, но и потребность в классическом вертеле. Изменения в кулинарных процессах и прекращение использования устаревших механизмов на кухнях привели к тому, что эти особые собаки попросту превратились в обычных дворняг. Ну и как следствие, отдельно их никто уже не выводил, и они просто смешались с уличной толпой. Английский белый терьер, как порода, великолепно демонстрировал разнообразие в своей внешности. Собаки могли иметь различные варианты окраски, отличаясь как цветными пятнами на голове, ушах или в области хвоста, так и однотонной шерстью у выставочных представителей. Интересно, что рабочие английские белые терьеры, у которых могли присутствовать цветные отметины, обладали более мускулистым телосложением и часто имели полустоящие уши, в то время как шоу-собакам подстригали уши для придания изящества, делая их вид более утонченным и легким. Да уж, эксперты и заводчики обеих разновидностей породы отдавали предпочтение собакам с хорошей пигментацией носа, век и губ, избегая животных с проблемами здоровья и темперамента, связанными с недостаточной пигментацией кожи. Несмотря на свою уникальность и разнообразие, английские белые терьеры так и не смогли удержаться на собачьей арене. Быстрый всплеск интереса к ним на выставках быстро угас, и породу просто перестали выводить дальше. Оставшиеся собачки разошлись по охотничьим рукам.
В конце XIX века их численность значительно уменьшилась, практически лишив породы возможности к существованию. Последние отметки о рождении пометов английских белых терьеров относятся к концу XIX и началу XX века, а известный заводчик Роберт Лейтон уже в 1920-х годах заявил об их полном исчезновении. А эта собака даже своим внешним видом вселяет трепет. Бррр. Кордовская бойцовская порода изначально была создана в Аргентине исключительно для охраны и участия в собачьих боях. Порода появилась путем скрещивания бульдогов, бультерьеров, боксеров и мастифов. Думаю, не надо объяснять, что все эти собаки отличаются агрессивностью, силой и полным бесстрашием. За всю историю своего существования кордовская бойцовая ни разу не проиграла в поединках с представителями других пород. Однако их история закончилась, несмотря на эффективный результат селекции. Так получилось, что в начале 20 века собачьи бои были полностью запрещены в Аргентине. Эта порода из-за своего агрессивного характера не могла адаптироваться к жизни в домашних условиях, как обычный питомец. Но кровь кордовской бойцовской сохранилась в аргентинских догах. Создатель данной породы устранил агрессивное поведение предков, но сохранил их выносливость, красоту и бесстрашие. Норфолк Спаниель был достаточно популярной породой собак. Но взгляните, красавчик же! Эти псы отличались универсальностью. Они были преданными компаньонами, обладали выносливостью и весьма дружелюбным характером. Однако из-за широкого распространения Норфолк Спаниели просто обесценились как порода. Это привело к тому, что в 1902 году эта разновидность практически полностью была поглощена спрингер-спаниелями, а затем официально прекратила свое существование. Этот процесс слияния и поглощения неизбежно происходит в истории пород собак из-за различных факторов, включая изменения вкусов и потребностей, а также стремление к улучшению определенных характеристик и качеств изначальной породы. Сначала людям нравятся одни ушки, а потом другие. Так собаки и исчезают. История водяной собаки Святого Джонса из Ньюфаундленда достаточно интересна и поучительна. В 1885 году правительство острова Ньюфаундленд ввело высокий налог на собак, не участвующих в пастьбе или охране стада. Сук, то есть самок, брали еще больше денег, что привело к тому, что люди не хотели платить, ведь толку от них немного, а выводок по 5-10 щенков. Как результат, фермеры и пастухи просто топили собак, чтобы не раскошелиться, оставляя только одного или двух мальчиков. Важно уточнить, что часть животных продали в Великобританию, где они после поучаствовали в селекции лабрадор-ретриверов, которые так популярны сейчас. Уже к началу 20 века собак Святого Джонса практически не осталось. Всего несколько особей по небольшим рыболовным деревням. Примечательна история Фарли Моута, который в 1972 году попытался сохранить породу, скрестив своего чистокровного пса Альберта с сучкой-лабрадором. Как итог, получилось 4 щенков, но они, по своим данным, не соответствовали породе Святого Джонса, поэтому пса Альберта принято считать последним ее представителем. Аланы – это та порода, которая еще существует, но ее уже не спасти. Многие современные породы собак считаются прямыми потомками аланов. Изначально они были похожи на современных короткошерстных кавказских овчарок, с которыми были в дальнем родстве. Это достаточно крупные собаки с характерным сухим телосложением. Этой породе характерен светлый и однотонный окрас, но встречаются и пятнистые вариации. Свое имя они получили от иранских кочевых племен, которые растворились в современном мире. Аланы были известны как воины, пастухи и опытные заводчики лошадей. Собаки им нужны были соответствующие. Сегодня эти собаки почти исчезли, и о них осталось мало информации. Из-за прогресса и смены стиля жизни кочевников псов практически не осталось. Московские водолазы вместе с черными терьерами и московскими сторожевыми были выведены уже после Великой Отечественной войны исключительно в служебных целях. Военным и силовым структурам требовались крупные, сильные животные с высокими охранными качествами и густой шерстью,
способные работать в различных температурных условиях. Для разведения этой породы использовались собаки, привезенные из Германии, и остатки отечественных псов, переживших войну. Немецкая и кавказская овчарки, а также Ньюфаундленд стали предками московских водолазов. Хотя новая порода была внешне схожа с Ньюфаундлендом, у нее был более агрессивный характер. Однако позже выяснилось, что московские водолазы оказались практически бесполезными. Они не могли использоваться для спасения на воде, так как частенько нападали на тонущего. Да уж, хорошие помощнички. А как сторож, черные терьеры выглядели более выигрышно. В итоге породу просто перестали выводить дальше, свернув этот проект. Булленбейцеры или быкодавы представляют собой древнюю породу травильных собак. Их происхождение связывается с ассирийскими боевыми псами, которых финикийцы завезли на территорию галлов и саксов. Эти собаки быстро стали востребованы в этих культурах из-за постоянной необходимости в травле лесных зубров. Булленбейцеры были известны как выносливые, сильные собаки с короткой шерстью и вытянутой мордой. Но в начале XVIII века популярность породы начала угасать. Главной причиной стало сокращение численности зубров и, как результат, отсутствие потребности в таких собаках. Однако еще до своего полного исчезновения булленбейцеры успели стать предками современных боксеров, которые и унаследовали их непоколебимый характер. Ну и, как обещал в самом начале, вот предок современного монстра чихуахуа. Течичи являются одной из древнейших пород собак. Они сопровождали ацтеков, тольтеков и майя еще с XIV века до нашей эры. Внешне и по размерам они напоминали современных чихуахуа и обладали шерстяным покровом чуть более удлиненной формы. Кроме того, они были весьма ловкими, как гласят дошедшие наскальные рисунки. Течичи с легкостью могли передвигаться по деревьям. Этих собак было разрешено содержать только знати, правителям и жрецам. Они играли разнообразные роли. Использовались в ритуальных жертвоприношениях, участвовали в захоронениях, помогали на охоте и служили в качестве домашних любимцев. Конец породе положили испанские завоеватели, которые под корень уничтожали культуру местных народностей, включая и их любимых собак. Как можно догадаться, не для всех собаки – это друзья наши четвероногие. Некоторые используют их как инструмент, от которого просто избавляются в случае отсутствия необходимости в нем. А на этом у нас все. Не забудь лайкнуть видео и подписаться, если видео тебе понравилось, и до встречи в следующих видеороликах. Пока!